Если вы, как и я, выросли на старых добрых квестах и адвенчурах, вам может понравиться визуальный роман Хама, минутку. Hama. A Detective Noir Story с харизматичной главной героиней. My phone. And guess what? I use it to make calls. Название, конечно, немного в лоб, но я обожаю детективные истории и вообще не помню, когда в последний раз играла в что-то подобное. Пора немного размять мозги. Итак, Джудит просыпается после ночи забытия, и первое же наше задание — выяснить, куда подевался ее телефон. I had a phone, now I don't. It must be here somewhere. В этот момент игра в дружелюбной манере знакомит нас с новыми механиками, которые несколько отличаются от классических квестов. Конечно, мы также бездумно тащим в карман все подряд. Ключ. That's a funny looking key. I'll take it just in case. Классика. Кстати, об этом. Не особо запомнился момент, когда Джудит совершает акт вандализма на выставке, до того, как леди-музыкант пожалуется, что у нее потерялись 2 трубы. Tubes. Джудит проделает кучу манипуляций абсолютно без причины. Зачем? Oops, I did it again. Типа чего? Зачем? Какой мыслительный процесс за этим стоял? Отпилюкая пару труб экспоната, авось пригодятся. Или как-то она ни с того ни с сего решает, что поковыряться в мусорке — хорошая идея. Let's see. Well, it's trash. Lots of it. The only interesting thing is a broken bottle. I don't even know why I keep this. Конечно, в дальнейшем нам пригодилась наклейка с подразбитой минералки, которую она оттуда достала. Ну блин! В то же время в одном из финальных квестов Джудит наотрез отказывается положить пёселя в карман. As long as I don't have a plan for him, it doesn't make sense to carry him around through the whole city. До того, как мы добудем ошейник и привяжем его к кабелю. Кстати, пёселя можно погладить. Guess what? I can pet the dog. Если момент с трубой и мусоркой были сделаны для того, чтобы игроки поржали, это в принципе сработало. Так вот, кроме материальных объектов, в нашем кармане также могут оказаться, как бы это выразиться, концепт вещей и размышления главной героини о разных событиях. Мысли в карман не положишь. Challenge accepted. Получилось, конечно, интересное переосмысление устоявшегося жанра, но на практике, когда вместо физических объектов, которые можно объединять в инвентаре, у вас куча абстрактных идей, на которые иногда достаточно просто жамкнуть, чтобы Джудит пришла к какому-то умозаключению. I need to think a little further before leaving. I remember there was a small ledge outside the office window. Это, мягко говоря, сбивает с толку. Теперь о сильной стороне Хаума, об озвучке. После трейлера я ожидала, что будут озвучены максимум игровые заставки, но нет. Каждая строчка каждого персонажа, в том числе записки и письма, ну, кроме дневника деда, полностью озвучены на профессиональном уровне. Too bad. I would love to investigate a mysterious stabbing with no witnesses. Больше всего, конечно же, мне понравился голос Джудит. Но тут ничего удивительного. Ее мы слышим примерно 90% всего времени. По-другому, это было бы фиаско. If there's truly something here to find, I don't want him to know. И, в общем, кроме пары мест, где озвучка внезапно пропала, No, so you want proof? No problem. у меня к звуку абсолютно никаких претензий. Музыка тоже шик. Еще одна сильная сторона этой детективной истории – дизайн. Все игровые арты выполнены в лучших традициях комиксов.
Особенно заставки. Мне лично безумно нравится этот стиль. Мощно. Но для 5 часов геймплея, для 3, если знать, что делать, арта все же маловато. И не хватает динамики в диалогах. Еще один незначительный минус — это курсор. На красочном фоне стандартный курсор винды довольно сильно бросается в глаза. Но в целом, как я и сказала, графика мне понравилась. Сюжет. Судя по тому, что главная героиня любит подраться, я думала, что она будет выходить победительницей из каждой драки, нагибая чуваков только так. I never walk away from a good fight. Оу. Both are down and not in a state to talk. Но нет, Джудит хорошо справляется, пользуясь внезапностью. Punch him. Let's see if you can actually put those muscles to use. Или полной неспособностью ее оппонента дать сдачу. I'm sorry, but enough is enough. What do you mean? О май гад. Sorry, bro. В честном бою 1 на 1, как его там, она проигрывает. Да. Фига себе. И вроде бы все ок. Никакой пропаганды ущемленных или смелых и независимых. Хотя, если задуматься, в игре нету ни одного достойного мужского персонажа, кроме почившего деда. Granddad's old police identification. Wonder what he would think about his granddaughter being dismissed at age 35. А старше меня. Братец Джей Би, тот еще кадр. Judith! I can feel them breaking through! I'm working on it! В один момент, напившись до чертиков, он впадает в паранойю. Приходится несколько раз буквально вытряхивать из него информацию. Was it a popular brewery? They're everywhere! Shit! He's completely in his own world. JB, enough! Yes, yes. Не говоря о том, что 80% всего времени он бухает, не просыхая на Октоберфесте. Living the dream! I mean, outside this tent. Better than you, I can tell you. Чарли дважды дерется с Джудит, и до самого конца не ясно, на чьей он стороне. Остальные мужики — это криповый скинхед. You look strong and lean. Broad hips to bear many Aryan offspring. Thanks. I feel violated. Криповый священник. Hello, my girl. Don't call me that. И криповый антагонист Мап. I wanted to have a conversation. In an environment of my choice under my control. You abduct people just to have a conversation with them? I do. Does that worry you? Все, больше мужских персонажей нету. Кроме банды ноунеймов и банды ноунеймов. В противовес у нас подружка брата, которая несколько раз помогает по сюжету. Okay. If you tell me why, I'll help you. Леди-музыкант, дающая полезную инфу. Let's do it. Do you recognize the melody? I wouldn't say that's really a melody. Копша, косвенно, но тоже помогает. Can you come to my office for your testimony?
Name's Tatiana Heidenreich. Sure. Perfect. That's my ticket into the police station. И таинственная леди, которая оберегает Джуди и подбрасывает зацепки. В игре есть пара мест, в которых меня откатило назад, когда я приняла неправильное решение. Thanks, Cable. You just saved my life. I messed up again. Is there any way I can get rid of this cable? Then I can win the fight. И это было круто. Если бы весь сюжет, ну или хотя бы большая половина, была выстроена таким же образом, было бы еще круче. Финалочка. Несмотря на то, что местами детективная, наигранная история проседает по темпу повествования, мне все же понравилось это приключение. И да, конечно, без задорного юмора главной героини и полной озвучки диалогов было бы грустненько. Так что да, это было здорово. На этом все. Услышимся.